Ой, сволочь сидит какая-то. Яка шушура сволочь. А? Какая? Луганская беструсая команда. Труселя нашли? Привезут тебе подштанники, привезут, жди. Дед, я тобой мог бы закрыть, если бы ты не ушел, все ватное бинго. Чего ж так убежал-то? Как украинские блогеры пугают в чат-рулетке всех. Даже от меня ни одного слова не услышал, тут же обосрался и убежал. Здравствуйте. Новости ваши читаю. Удивляюсь. Какие? А что читаете? Смотрите, есть решение суда. Ну, Девушка вышла с плакатом «Фашизм не пройдет», а так. ее признали виновной в дискредитации действий российской армии. Ну, Это знаете, как? я объясню. Ну, наверное, она что-то еще кричала. Ничего не кричала. Вот, смотрите, вот есть у меня постановление суда, видите? Ну, возможно, фотография. да, возможно такое, да. Она для наглядной агитации демонстрировала средства наглядной агитации, а именно плакат с текстом «Фашизм не пройдет». Ну, понятно. Ну, Ну, понятно, что она имела в виду, поэтому ее арестовали. она имела в виду «фашизм не пройдет». Ну, А понятно. за что же ее арестовали? В смысле, пройдет фашизм? Нет, она имела в виду, наверное, российскую власть. Она же у нас была, правильно? Поподробнее, это очень сложно понять. Я Если объясню. на улице кричат «Эй, ты, чмошник!», то я никогда не оборачиваюсь, например. Или там «Слышь, ты, гондон!». Ну, никогда не смотришь, думаешь, не меня ли это зовут? Явно же не Да, меня. Почему же задержали именно ее с плакатом ну, «Фашизм смотрите, не я думаю, пройдет»? что если бы она стояла возле украинского посольства с этим плакатом, ее бы не задержали. Во-первых, давайте, где она стояла? Где она стояла? Москва, Пушкинская площадь, дом Ну, 1. понятно, да. А, в Москве, значит, фашизм пройдет. Нет, конечно, не пройдет. Поподробнее объясни. Вот запутался. Я пытаюсь понять, мне действительно интересно. Не, она Девушка стояла вышла она с плакатом «Фашизм не пройдет». Ее Я арестовали. И как бы она дискредитирует тем самым российскую власть. Объясните, я не понимаю. я не могу объяснить, я объясню почему. Потому что я не знаю подробностей. Мы с вами не знаем, что она сказала полицейским. Возможно, она дополнительно выкрикивала лозунги. Нет, в этом ничего. А про это Ну, ничего подожди, не сказано ну, в то, решении суда. Мы же Нет, можем с нет, вами. Мы же можем с вами читать нет. решение суда. Там ничего про это не сказано. Давайте по решению суда не будем. Действия были какие? Когда был следственный какой-то... Как это по решениям суда не будем, когда решение суда именем Российской Федерации? Здесь написано, смотрите, правонарушение совершено при следующих обстоятельствах. В 14 часов 50 минут по адресу Москва, Пушкинская площадь, дом 1, Кречетова Да. АВ, находясь в общественном месте, привлекая внимание неограниченного круга лиц, А а какой также будет средств массовой информации Да. 20.03, а также средств Всё, массовой всё, информации и можете, блогеров, можете дальше имела при продолжать. себе и демонстрировала средства наглядной агитации, а именно плакат с текстом «Фашизм не пройдет». Ну, понятно, все. Я понял, я знаю, я там был, я просто сам живу в Москве, я знаю, Ага. о чем говорит. 20 число, это И как раз в чем день рождения моей жены. Это куда мы не могли пройти, на Пушкинской площади, потому что там собрались пидорасы. Я объясню почему. Можно я выскажусь? Между прочим, обратите внимание, что я ни одного слова матом не сказал, в отличие от вас. Правильно? Ну, Вы не ускоряйте материтесь? мысль, ускоряйте, это долго. Ускоряйте мысль, это очень интересно выслушать вас. Я объясню. Там Давайте. собрались люди. Ага. Про Те, эту которые- девушку конкретно мне поясните. Я- Непосредственно про нее. Слушайте, давайте не будем выдергивать из контекста. В смысле? Я говорю не контекст, а говорю решение суда именем Российской Федерации. Девушка осуждена за то, что у нее в руках был плакат «Фашизм не пройдет». Из какого контекста что можно еще Очень вырвать? просто. Какой очень контекст? Просто, Расскажите, очень пожалуйста. просто. 20 числа мы с супругой в ее день рождения поехали в ресторан. И на Пушкинской площади, куда мы любим ходить, в ресторан, пиццерию, мы не смогли пройти, потому что там было куча украинских флагов. Люди вышли в поддержку, там 20 человек. А вы не смогли пройти, потому что на целой Пушкинской площади было 20 человек. Нет, потому что они, к счастью к нашему, они не ходили по проезжей части, как они обычно делают, а ходили по тротуарам.
Люди ездили на 20 самокатах. человек на Пушкинской площади? Я лично только видел. Подождите, Ого. вы же конкретный вопрос задали по поводу этой Ну-ну-ну-ну-ну-ну. девушки. Да-да. А сейчас вы цепляетесь по поводу, сколько их там было. Да сколько бы не было. Но Ну, если она сколько была бы бы ни было. одна. Если бы была одна, к ней подошли бы. И скорее, во-первых, одиночный пикет у нас не запрещен. Одиночный пикет не запрещен. Она была не одна. Их было много, которые говорили, что фашизм не пройдет. Они не просто... нет, не говорили много. На плакатах написала. Что не Вы так не с плакатом? Объясните. Я не понимаю, что не так с плакатом. Фашизм не пройдет. Ну, типа, а если бы она написала «фашизм пройдет», то это, типа, было бы, ну, как бы норм. Что надо написать было на плакате, чтобы поддержать Россию? Я объясню, Фашизм не пройдет или фашизм пройдет? Если эта девушка находилась в группе товарищей, а давайте будем говорить о том, как она окрашивала себя, как говорил ваш Кличко. Если человек себя окрасит в коричневый цвет или там как-то, да, она была бы одна, она бы нафиг никому не была нужна. Она стояла с людьми, Ага. которые дискредитируют российскую армию. Дискредитирует российскую армию. Да, Плакатом конечно, фашизм не пройдет. Потому что конечно. фашист-то пройдет? Я просто не Нет. понимаю, какой плакат Если бы она я- могла я бы объ- держать, я если бы она, объясню. например, поддерживала бы действия очень российской просто, армии когда с фашизмом Очень связанной. просто. Когда российского солдата, Мгм. они выкрикивают лозунги, называют фашистом, то, соответственно, ее забирают не за плакат. Подождите, там, если было бы в постановлении суда написано, что она выкрикивала лозунги, называла российских солдат фашистами, но нет, ее задержали именно нет за такого смысл закона. плаката. У нас нет. Ага, Подождите, у вас нет. наверняка и уголовный. Подожди, вы решение суда лично по ней? Да, Ну, лично по слушай, ней, вот, лично по Лично ней. по вот. ней. Я понял вас. Да, лично по ней. Я вас понял. Ага. Но там идет привязка. Стопудово там она была задержана не одна. То есть она не группа одна. людей. Хорошо, Да. а вот если группа людей вышла, например, там что-то там с какой-то целью, а она, например, вышла против и, как сказать, поддержать российскую армию. Она хотела бы написать плакат про фашизм. Ну, что фашизм это плохо. Что нужно было бы ей написать, чтобы явно было понятно, что она, например, поддерживает Путина? Ну, что, мол, фашизм это хорошо, или фашизм пройдет. Что нужно было бы ей написать, чтобы ее явно бы не задержали? Вот она Да ей хочет нужно было осудить просто- фашизм. Я объясню. Все Мгм. то же самое, что вы сейчас человек, сидящий вы же на Украине, да? Или в Украине, как правильно? Ну, рассказывайте, Украине? рассказывайте. Ну вот. Ну вы сейчас выйдете, хорошо. Вы выйдете. Давайте так. Вот вышла она одна, и вы возмущаетесь. Ну хорошо, окей. Ну вы сейчас выйдете на улицу. Я вы щас спросил у вас простой вопрос. Что Да. бы ей нужно было бы написать на плакате про фашизм, чтобы ее не задержали? Его нужно в России сейчас осуждать или наоборот поддерживать? Я не Я понимаю. объясню. Если бы она вышла одна с этим требованием, ее бы никто не задержал. Вот так. Ну конечно. А когда вокруг тебя... Понял. Я Смотри, ну, вы же понял. понимаете, о чем речь. Понимаю, о чем Знаете, речь. один стоит... Я объясню. Когда двое воруют, а один стоит на шухере, вроде как тот на шухере, вроде он же как не ворует, да? Просто, да, понял. Ну а да. если написать, например, «Нет войне» плакат, можно с таким Без плакатом? проблем, без проблем. Миру Выходите. мир. Да, мир вообще классно. Хороший плакат. Конечно, Не конечно. про- Мир это вообще, знаете, я, правда, не знаю, как к этому на Украине отнесутся, к мир. А, кстати, по поводу мир. А У давайте меня вот еще так. к вам есть один вопрос. Такое Подождите, же точно решение. можно Такое теперь же я вам- точно решение можно- суда. можно Смотрите, теперь вот я- еще мо- одно решение суда. Можно теперь я вам задам вопрос? Такое же точно решение. Вы объясните, а потом зададите, я вам Подождите, отвечу. нет. У нас либо монолог, либо диалог. Но я же вам задаю вопрос такой же точно. Вы мне бы Ну, объяснили хорошо, бы нет, в том подождите, числе. Вы же на мой Я вопрос просто не ответили. понимаю. Вы же на мой вопрос не ответили. Правильно? А теперь вы ответите на мой вопрос. Ну, давайте. Ну хорошо, задержали ее, что ей грозит? Не 5 лет тюрьмы. Ну, оштрафуют ее и все. А давайте так. Вы в каком городе находитесь? Вы с какой целью интересуетесь? Я объясню, я просто хочу Вы подвести не из черту. почты? А? Вы не из почты? Почта России имеется в виду. Ну, это Я была вас ссылка к спрашиваю. мультику, но как бы это не важно. Я понял, давайте так. Вы сейчас, ради эксперимента, напишите Давайте. мир. Не будем, знаете, по поводу фашизма. Я понимаю, что на Украине эта тема острая. Просто мир. И выйти на улицу.
И с мобильным телефоном. Главную камеру включите. Что Ну, еще? правильно. У вас какой-то еще был вопрос? Я Нет, так понял ваш вопрос. Все, я вы понял. мне ответьте, Я задаю, ответьте. отвечу вам без проблем. Смотрите, только Ну. что происходили митинги в городе Славутич, в который сейчас зашли ваши войска. Так, Да. Ну, ваши войска стреляют в людей, которые А ваши? выходят. а ваши? Наши войска стреляют в людей, которые выходят на митинг? Где? 8 В лет, каком городе? 8 лет стреляли, Я конечно. понял. У меня отдельный вопрос, смотрите, есть. Довольно серьезного характера. Такой же точно. Сегодня опубликовано. Это вот информация от сегодняшнего дня. Суд признал еще, вдобавок к тому, что фашизм не пройдет, как бы лозунг, Так, который на ага. России уже сегодня нельзя выходить с такими плакатами, признал использование буквы Z в слове «зло» и «фашизм» дискредитация российских военных. Можете Так вот, пояснить смотрите. в том числе тоже, да, что это означает? Так вот, смотрите, я объясню, что это фейк. Это фейк. Это фейк, Нет, безусловно. это не так. Есть Не, ну ссылочка подожди. на решение суда в Свердловской области. Слушайте, я объясняю, это фейк. Это Ну фейк, как же это полнейший фейк, когда вы открываете решение суда в Свердловской области, реестр Ну и суда? слушайте, я сейчас могу по Киевской области такое решение суда напечатать. Найдите, и- конечно. Нет, Зачем? напечатать Просто можно это не все надо что было. угодно, но Я объясню. ссылочку на решение суда вы не найдете. А здесь легко. По поводу буквы Z объясниться. я объясню. Вот Давайте. смотрите, я ношу кроссовки New Balance. На них буква N. У нас уже в России приколы ходят. Буква Z у меня на кроссовках. Я понял вас. Что-то не арестовывает никто. Понял вас. Скажите, поддерживаете ли вы войну или нет? Войну Просто нет, так понять. войну нет, а спецоперацию да. А чем отличается спецоперация от войны? Очень сильно. Война это когда убивают людей. Мирное население. Я объясню. Даже Ага. только можно я договорю? Ага. А в Мариуполе и в Харькове не убивают мирное население? Ну я объясню, можно, вы же не даете договорить. Вы же спросили, требуете ответа и не даете договорить. Война, в моем понимании, это то, что творила американская армия в Ираке. Война – это то, что творила Грузия, именно как в Осетии, в Цхинвале, когда мирное население расстреливали. Война – это в 1941 году, когда пришли нацисты, и они не с армией воевали. Они сжигали города, деревни, убивали людей просто за то, что он русский, не русский, еврей, пофиг, цыган, кстати. Скажите, к вам пришли русские, они убивают за то, что вы цыгане? У вас же многонациональная страна. У вас греки живут, у вас живут венгры, румыны. Нет, не убивают. Они бьют исключительно по воинским складам и по расчетам РСЗО. Вы видели, что Но происходит есть в одна Мариуполе? проблема. Есть одна проблема. Есть одна проблема. Это о чем говорил Рамзан Ахматович, когда он предлагал бойцам Азова, не ВСУшникам, потому что там ребята, кстати, адекватные работают. Работают, не служат, а работают. Пацаны говорят, ну выходите в поле. Почему Вы они видели, что ставят? происходит в Харькове и в Мариуполе? Я объясню Волноваху вам. стерли с лица Смотри, земли. Вы представляете, я что объясню. сегодня происходит в Северодонецке или Подождите. Лисичанске? В Я объясняю, Мариуполе у нас- вы бомбите с самолетов бомбосховище, как это будет по-русски? Бомбоубежище, в да. котором находятся дети. Дети. Где Понятно. написано «дети». Зачем вы это делаете? Ну, Для чего конечно, тогда? знаете, я скажу так, у меня друзья сейчас воюют в ДНР. С красными повязками, не с белыми, а с красными. У них нет буквы Z, потому что это милиция ДНР. Они говорят так, сейчас, знаешь, с Мариуполя выходят боевики, знаете, что делают? У родителей Вот отбирают эти детей. вот говорят, это все неподтвержденная Ну, информация. понятно. А Слушайте, бомбежка ну, я думаю, вашими что я буду- самолетами, фугасными Я объясню. бомбами, Я объясню. бомбоубежище в Мариуполе. Понимаете, Как объяснить? Вы же Как не это даете мне объяснить? объяснить. Вы же не даете мне объяснить. Я вас Вы понял. начинаете меня перебивать. Ну, вот эта вот чат-рулетка, она выглядит сегодня именно вот так. Это бесполезная затея, бесполезная трата времени разговаривать с русскими и что-то им пытаться объяснить. Это фашизм и нацизм в чистом виде. Уничтожение мирных граждан, уничтожение городов, стерли с лица земли Волноваху, стирают с лица земли Мариуполь, в котором уничтожены практически все дома, все жилые постройки и нежилые постройки, неважно. Харьков, в котором больше 1000 домов пострадало на сегодняшний день, стираются с лица земли. При этом это происходит не потому, что Путин так сказал, Путин отдал такой приказ. Это происходит потому, что коллективный Путин это поддерживает.
это поддерживают жители России, это поддерживают русские люди. Вот обыкновенные, совершенно случайные собеседники, которые могут улыбаться, смеяться, им все равно. Чем это можно излечить? Можно ли какую-нибудь придумать таблеточку какую-нибудь? Или придумать там какую-то, не знаю, пропаганду, которую бы им показывать по телевизору теперь вместо того, что показывает им сегодня Путин, показывать им правду. Бесполезная затея. Это все выжигается каленым железом. Только так. Никаких других вариантов нет. Вот только тогда, когда русский народ почувствует это на своей шкуре, когда поймет, что отвечать придется за эти преступления всем вместе и каждым в отдельности, что и репарации, и, возможно, проблемы с продовольствием, и проблемы с жизнеобеспечением страны связаны с этими решениями, тогда они будут за это отвечать. Вот тогда, возможно, они поймут. Когда в 45-46 годах, например, союзники, американские солдаты в том числе, заставляли раскапывать братские могилы, места массового захоронения людей, немцев, которые жили в городах, возле которых, собственно, это все происходило, и стариков, и женщин, всех заставляли это делать. Они говорят: да мы же не знали, что так происходит, мы же ни при чем. При чем? Вы все при чем? И в России тоже коллективная ответственность. Россияне поддерживают это. Тысячи собеседников, сотни собеседников, тысячи, если хотите. Вы побеседуете с ними, со случайными собеседниками при помощи сервиса чат-рулетка. Поддерживают Россию, поддерживают действия Путина, поддерживают бомбардировку Мариуполя и Харькова. Они хотят этой войны. Я про это говорил много лет, и в чат-рулетке это можно было проследить в течение предыдущих, не знаю, 3-4 лет очень даже легко. Они хотят этой войны, они ее желают. Им это нравится. Им нравится воевать. Они хотят этого. Но хотят войну. Получат войну. Какие у нас варианты? Либо мы, либо они.